Жень, вторая карта была очень напряженной, ты сидел сначала в зале, а потом ушел оттуда. Почему? Честно, правду сказать? Ну, конечно, правда, ты же правду говоришь. Перед нами в зале, нет, как бы, я вообще стараюсь быть уравновешенным. Ну, какая мелочь меня вывела немножко из равновесия, и я подумал, что лучше не терять концентрацию и уйти наверх. Перед нами в зале сидела русская девушка, а болела за Liquid. Вот такая мелочь меня вывела из себя, понимаешь? Это вот, плохо, поэтому русские, болейте за своих, что вы, я не знаю. Окей, ты успел ребят настроить перед игрой, что ты им говорил? Я им говорил, ребята, надо браться. Нет, подожди, это слова другого человека. Да, он в моем сердце, этот человек. Но на самом деле нужные слова были сказаны. Вот. И ребята все, что должны были услышать, услышали. Скажу так, очень философски, размыто, но примерно так. Потому что конкретно говорить, секрет. Хорошо. Вчера мы не успели записать с тобой мудрость. Давай сегодня. Мудрость для наших зрителей. Ребята. Подожди, стой. Нет, давай. Не ешьте много сладкого. А я все время про еду говорю. Да, давай про мораль, да, про ментальность. Да. Не всегда то, что плохо, хорошо. На самом деле, не всегда то, что плохо, на самом деле плохо. И когда что-то хорошо, не на самом деле хорошо. То есть я имею в виду, в каждом плохо есть что-то хорошее, а в каждом хорошем есть что-то плохое. Спасибо, это был Женя Ерофеев и его мудрость. Вижу цель! Вижу ребята! Давай. Дорогие друзья, Нави находится в шаге от победы и выхода в финал турнира ESL One Нью-Йорк. Смотрите последний раунд. You always have to feel like that's just being trained on an angle. Пацаны, дело в том, что они ошиблись. Короче, они... Направо. У меня 20 кп, у Владислава 30. Владислава убивают. Мы выиграем. Я там так жестко все идет в раунде. Вот он закрылся что-то. 10 бан, я тогда не пошел 10 банку, когда мы вышли мы были тот раунд взяли. Готов? Конечно. Только я прошу, а можно здесь покороче, а здесь подлиннее? Хотя бы чуть-чуть вот. Ну, бритва у меня есть. Ты доверишь это игрокам или все-таки пойдешь в какой-то барбершоп?
Я не знаю, они хотели вообще сами. Я могу довериться, пацанам доверяю, конечно. Кому больше доверяешь? Кто у вас парикмахер? Кто парикмахер? А вот и узнаем, кто парикмахер. Пока неизвестно. Хорошо, посмотрим. Да. Удачи. Друзья, мы поймали Женю Золотарева, нашего директора по спортивной части в Нави. Я думаю, вы видео наших видели его. Такой, вот он, короче. Привет. Жень, привет. Как тебе Нави на этом ивенте? Ну, пока супер. Держу кулаки. Надеюсь, ребята выиграют финал, потому что цифры говорят о том, что мы проиграли 5 финалов на турнирах с призовым больше 200 тысяч. Надеюсь, что прервем этот стрик. Будем держать кулаки. Я знаю, у тебя здесь в Нью-Йорке была своя цель визита. Можешь рассказать об этом немножко? Основная цель все равно турнир, но кроме этого здесь присутствовал новый, он не SEO, это как черман, как председатель веса. Это чувак, которого взяли из HBO Sports. Вот. И он теперь представляет, в общем-то, интересы веса. И Веса плотно работает сейчас с командами? С теми, да, максимально плотно, с теми, которые являются членами ассоциации. Окей, что можешь сказать о появлении Симпла в составе? Как думаешь, парень уже влился в коллектив или нет еще? Парень влился однозначно, у него очень много, положительных качеств, он веселый, смешной, у него, конечно, завышенная немного самооценка. Где-то в каких-то моментах он, если там футбольную аналогию приводить, то он на Ибрагимовича чем-то похож. Он тоже, это хорошо, то есть амбиции это хорошо, на самом деле, если ты хочешь выигрывать и быть чемпионом. Окей, есть шанс, что в Нави появится еще один лысый. Как ты к этому относишься? Отлично, это была моя идея. В общем-то, он уже начинает давать заднюю, он говорит, может только височки, может сзади. Но будем брить. Кстати, здесь на турнире представлен стенд наших партнеров компании HyperX. Что интересно, здесь уже есть новые наушники HyperX Stinger, которые еще официально не представлены. Также здесь представлен не Secret Shop, но магазин от компании Valve. Здесь продается различная атрибутика по дисциплине Counter-Strike. Давай мудрость. Мужчины, носите бороды. Подожди. Давай другой. Давай другой. Другую мудрость? Да, давай. Мужчины, носите бороды. Ты уже снимаешь? Я просто последовательно в твоих словах. Другую, совсем другую. Ладно, хорошо. Совсем другую. Ребята, ставьте цель и добивайтесь ее во что бы то ни стало. Так? Нормально? Да, хорошая мудрость. Да. Надо следовать своим целям, не забывать их. Самое главное, напоминать себе о своих целях. А то мы, бывает, забываем и не достигаем. Прислушивайтесь. Да. Но бороду носите обязательно. Брейте голову, если пообещали. Если пообещали, брейте голову. Наверное. Я понял. Показывайте. Показывайте. Сынок. Смотри. Идешь сюда.
И так ты все видишь. Сейчас пройдет твой, ты смотри. Видишь? Ты там все, ты видишь. Ребят, мы поймали Симпла, и сейчас зададим ему несколько вопросов. Саш, прокомментируй немножко игру против Ликвидов. Было ли у тебя волнение вообще какое-то? Нет, волнения не было. Мы собрались, поговорили вместе с командой, сказали, какие у нас карты хорошие, плохие, подготовились и не с легкостью, но уверенно выиграли хотя бы на третьей карте. Что не пошло на Кобли? Не очень хорошо к ним подготовились. Тем более Кобл не самая сильная наша карта в данный момент. А было ли у тебя какое-то желание, не знаю, отомстить своим бывшим тиммейтам или что-то доказать, показать? Нет, не было. Соперничества У нас никакого не было. Хорошие отношения с ними. Да. А кого из своих тиммейтов можешь отметить в матче? Всех. Егор хорошо сыграл на трейне. На трейне все, много кто клатчем был. И Денис, и Ваня, и Егор, и Владислав. На Дасте все одинаково сыграли, я считаю. То есть все играли на одном уровне. На Коблстоуне нечего сказать, так как мы проиграли. Окей, как прокомментируешь момент на Дасте 2, когда ты сделал фейк гранату? Да я кинул Ларик, просто чтобы он не понял, что происходит, на 1 секунду. Как у него в голове какая-то фигня произошла, что, типа, что это? И воспользовался этой 1 секундой, повезло, что я угадал, где он стоит, и сразу убил его. Окей, а с кем бы хотел играть в финале, с ЦСКА или с ВП? ЦСКА. Почему? Потому что они сильнее, чем поляки. Хочется доказать, что мы не просто приехали. Приехали, чтобы выиграть титул. Чемпионство. Хорошо, спасибо тебе за комментарии и удачи в финале. Спасибо. Пацаны, момент истины. Сейчас уходим, нас уводят за сцену, вы выходите, потом выходим все на сцену, кричим, настраиваемся. Монитор, наушники, лучшие тиммейты в мире. Мы приехали выигрывать. Вдох-выдох, если что-то случилось. Что-то случилось, спокойненько. Если сердце быстро бьется, встал. Не отжался. Встал и отжался, хотя бы здесь сразу. Парни, короче, на самом деле, если кто-то рейджит, помните, что это вам сигнал. Ты играешь за двоих двоих. играешь. 4 остальные игрока. Молодец. За троих. За троих. За четверых это если 3. Два рейджа, Серега садится. Один за всех. Все за одного. Let's go, guys. Надо просто начать, что? 7 минут. Один в 4, такие откусил, блядь. 2 сдерла, ты видел? Один удалось, да. Вот эти первые 2 сдерла. Человек только хочет нажать кнопку. Саня, держи настрой, Саня. Еще миражи. Пацаны, давайте так, давайте. Поехали. За атаку начнем так, как Последняя начали на карта трейне. чемпа, дожимаем. За атаку начнем так же, как начали на трейне. Просто выигрываем.
Ребят, у нас победитель турнира ESL One Нью-Йорк. Ваня, Вань, поздравляю тебя с победой. Давай, расскажи, пожалуйста, ты вот сейчас сконцентрирован, но наверняка тебя переполняют эмоции. Очень сложный матч с очень сильной командой. Выкладывались на максимум. После первой карты были на грани того, чтобы потерять веру в себя, но все-таки выстояли. Вот тут справа от вас был фанатский сектор Нави. Ощущалась ли это поддержкой? Я думаю, конечно, ощущалось. Лично я, конечно, абстрагируюсь от зала и не обращаю внимания, что происходит, и не смотрю то, что туда не видел. Но ребятам, конечно, спасибо за поддержку. Какие моменты из гранд-финала можешь отметить? Конечно же, последняя, третья карта, напряжение во время овертаймов. Это был самый сложный момент для нас, для поляков. Решалось все. Жень, в этот раз обойдемся без мудрости. Я думаю, как бы она проявляется вот в этом кубке. Это точно. Скажи, какие эмоции тебя переполняли? Я видел, ты прямо вскочил и побежал. Я побежал, я вскочил так, что у меня телефон выпал. Он выпал, я его потерял в толпе, представляешь? И нашел? Нашел, потом мне охранники нашли. Я так побежал, я уже забыл про все. Уже наградили нас, и я потом только начинаю проверять, телефона нету. В общем, эмоции вот такие были, что ты даже не контролируешь ни тело, просто бежишь, радуешься, кричишь. В общем, мы очень рады, наконец-то. Фанаты поддерживали? Вот прямо тут был фанатский сектор, который... Фанаты были сумасшедшие, у них какие-то кричалки были заготовлены, там какие-то там чуть ли не ультрас, там что-то кричали, там махали. Приятно то, что здесь, в Америке, так далеко, да, есть какие-то у нас своя группа поддержки, которая готовится, которая как-то вот вместе садится и кричит. Это уровень, здорово, спасибо вам. Хорошо, и пожелай фанатам, которые смотрели через монитор, которые тоже наверняка поддерживали вас, какие-то слова вот нашим ребятам оттуда. Ребята, как бы мы вот не выступали, что бы с нами ни происходило, мы ценим вашу преданность. У нас бывают разные выступления, не всегда хорошие, иногда хорошие, вот, но важно, чтобы вы просто верили в нас и оставались с нами, это здорово, спасибо вам. Ребят, вот практически закончился ESL One, у нас уже послетурнирная прогулка. Жень, как тебе вообще результат этого ивента? Доволен? Как директор по спортивной части? Очень. Цель турнира была побрить Женю. Цель достигнута. Сорвал голос. Все поздравляют, все пишут, ребятам все пишут. Очень приятные спонсоры и партнеры, и друзья. И, собственно, ну так, громкий турнир получился. А чем запомнился? Вот что тебя, не знаю, впечатлило больше всего? Команда, организация, что? Ну, организация достаточно стандартная, все как бы по ESL-евским стандартам. Были какие-то мелкие там недочеты, но их скрасила победа. Очень благодарен ребятам, потому что вот не расклеивались до последнего, даже после этого кобла. Они, ну не то что не унывали, они даже улыбались, смеялись. Они, в отличие от, например, MLG Коламбуса, когда мы после проигрыша первой карты СК уже понимали, что нам на второй ничего не светит. Вот по настроению парней здесь была полная уверенность и с ликвидами, и с ВП в финале. Вот. Очень круто выступил каждый. Кто-то там хуже чуть-чуть отыграл турнир, как Ковач, но в финале просто божил. Саня, в принципе, это его первая победа на турнире. Он еще и получил значок MVP.
Это Shell TV. Да, это Shell TV Org. Особую благодарность хочу выразить Жеке. Огромный вклад его в победу. Это каждодневный труд, он находит подход к каждому. Игроку команды, они все разные, все очень сложные, каждый со своими какими-то заморочками. Жека, у него недюжинное какое-то терпение, и он действительно такой ментор, наставник. Это не просто менеджер, который Больше, чем менеджер. бронирует билеты, да, это вот прям, наставник вот, в широком понимании, ментор. И, вот ему хочу выразить особую благодарность. То есть, в принципе, победа на этом турнире во многом его заслуга. На 1/7 часть, или больше. Больше, потому что, как я уже говорил ранее, очень много зависит от психологического состояния, от вот этого ментального настроя. А он тот человек, который его создает. И вот на этом турнире ребята были действительно очень классно настроены. Какие следующие планы, турниры у команды? Это Эпицентр? Да, непосредственно следующий Эпицентр. После Эпицентра, если пройдем на ESL Pro League, они полетят в Сан-Пауло. Потом там еще Intel Extreme Masters в Окленде и Лига, надеюсь, в 2 заезда, то есть групповая стадия и уже непосредственно плей-офф. График довольно плотный, все это подряд. Ребят будет сейчас буквально там 3-4 дня отдохнуть. С 11 числа у них уже буткэмп в Москве, потом сразу Эпицентр, сразу с Эпицентра Сан-Пауло и так далее. Вот. И традиционный последний вопрос. Поддержка. Насколько она помогла на этом ивенте? Фанов, друзей? Фанов наших в зале было, наверное, меньше, чем фанов ВП в финале. Конечно же, меньше, чем фанов Ликвидов в полуфинале. Тем не менее, они были настолько активны, восторг. Да? Мы уделили им внимание после игр. Ребята там раздали всем желающим автографы и пофоткались. Их было слышно. Ультрас, да, это вот настоящий ультрас. Спасибо им большое. Спасибо спонсорам. Все, как говорил ранее, пишут всю ночь, с утра, с утра у них уже рабочий день. Приятно, действительно приятно. Хорошо, спасибо тебе за интервью. Ждем следующих турниров. Давай сравним. Скажи мудрость зрителям и сравним, поменялась ли мудрость со стрижкой или нет. Стригитесь все на лысо. Какая мудрость тебя устроит? Да нет, что тут сказать, Олег, зачем ты издеваешься? Я не издеваюсь, но ты... У меня маленькие дети дома, они не узнают папу. Вот на что готов я ради победы нашей команды. Нормально? Нормально. Спасибо. Спасибо.